Когда ученые начали исследования пресной воды по всей территории США, никто не ожидал масштабных открытий, которые их ждут. Ученые взяли пробы из сотен источников, начиная от чистых горных ручьев и заканчивая застоявшимися озерами. И результаты были настолько удивительны, что многие специалисты не могли поверить своим глазам. Во многих штатах пробы показали наличие редких минералов, которые раньше никогда не находили в этих водах. Например, в Монтане были обнаружены следы бериллия, а в Аризоне нашли высокую концентрацию лития, что весьма неожиданно для этих регионов. Но, как оказалось, это было только начало. Вода из Мичигана содержала удивительные уровни микроэлементов, которые обычно встречаются только в глубине океанов. Такие находки заставили ученых задуматься о неведомых процессах, происходящих внутри самой Земли. Наибольший шок вызвали пробы, взятые в Калифорнии. Там, в нескольких районах, вода содержала соединения, которые раньше считались исключительно искусственными и не встречались в природе. Это открытие вызвало бурные дебаты среди исследователей, ведь никто не понимал, как такие вещества смогли попасть в естественные водоемы. Но это лишь небольшая часть удивительных результатов. В некоторых местах обнаружили вещества, схожие с катализаторами, которые используются в производственных процессах. Эти находки вызвали серьезные волнения у экологов и местных жителей. Было ясно, что нечто необъяснимое происходит в водах США. И следующие этапы исследования только подтверждали эти догадки. Тайные ингредиенты, что вода скрывает от нас. По мере углубления в исследование ученые начали находить таинственные ингредиенты в пресной воде, которые вызвали массу вопросов. В Южной Дакоте, например, обнаружили неожиданные следы редкого элемента — радия. Этот элемент, обычно используемый в автомобильных катализаторах, вызвал недоумение у исследователей. Как он попал в воду? Еще более странным было обнаружение в Неваде. Следы иридия, которые чаще ассоциируются с метеоритами, были найдены в обычных источниках воды. Ученые даже начали рассматривать возможность, что эти элементы могли попасть в водоемы из космоса, но ответа пока не получили. В некоторых частях Техаса пробы выявили наличие необычных органических соединений, которые не встречаются в естественных условиях. Эти соединения были идентифицированы как аналоги пестицидов, используемых в сельском хозяйстве. Их присутствие в воде вызвало тревогу, особенно среди фермерских сообществ, зависящих от чистой воды для орошения своих полей. В Пенсильвании ученые нашли следы прионов — инфекционных белков, которые обычно ассоциируются с заболеваниями у животных и людей. Обнаружение этих белков в питьевой воде вызвало немалый переполох среди медицинского сообщества. Специалисты начали изучать, каким образом такие белки могли проникнуть в водные ресурсы и каковы потенциальные угрозы для здоровья местных жителей. По мере того, как список находок увеличивался, становилось ясно — вода в США скрывает куда больше тайн, чем можно было предположить. Закрытые фабрики, давно забытые промышленные стоки или даже неизвестные природные процессы — все это могло играть роль в формировании уникального химического состава воды в разных регионах. Вопросы множились, и эксперты стремились ответить на них. Но впереди их ожидали еще более загадочные открытия, которые пролили свет на истинное состояние пресной воды в Америке. Шокирующее открытие — пресная вода как источник минералов. Одно из самых шокирующих открытий касалось содержания минералов в пресной воде. Ученые, исследовавшие воду в различных штатах, были поражены количеством и разнообразием этих элементов. Вода из Вайоминга, например, оказалась богата магнием и марганцем — элементами, которые обычно ассоциируются с плодородными почвами и морскими отложениями. Однако их концентрация в пресной воде была настолько высокой, что вызвала удивление даже у самых опытных минералогов. В Юте исследователи обнаружили значительные запасы кальция и стронция, что указывает на присутствие древних известняковых формаций в недрах подземных резервуаров. Это открытие могло бы объяснить происхождение столь высоких концентраций, однако вопрос о том, как эти минералы попадают в поверхностные водоемы, оставался без ответа. Не менее удивительны пробы из штата Джорджия, где была выявлена рекордная концентрация кварца и полевого шпата, минералов, обычно образующихся в условиях сильного давления и температуры глубоко под землей. Это заставило ученых задуматься о возможных геологических сдвигах или трещинах в земной коре, через которые эти вещества могли попасть в водную экосистему. В Иллинойсе пресная вода содержала следы золота и серебра, что является настоящей загадкой, ведь эти драгоценные металлы редко встречаются в природных источниках воды. В Орегоне образцы показали присутствие бора и лития — минералов, известных своими терапевтическими свойствами и часто используемых в медицинских и промышленных целях. Их неожиданные концентрации в воде привели к предположениям о возможном использовании этих вод в альтернативной медицине. Были даны предварительные рекомендации, чтобы местные жители начали изучать возможность использования этих природных источников в лечении различных заболеваний. Но перед тем, как сделать окончательные выводы, ученым предстояло изучить происхождение этих минералов и их взаимодействие с другими элементами в воде.
Эти шокирующие открытия подняли множество вопросов и поставили перед исследователями новые задачи. Как оказалось, пресная вода в США — это не просто ресурс, поддерживающий жизнь, но и настоящий источник минералов, которые могут принести как пользу, так и угрозу. И хотя ученые сделали значительный шаг вперед в понимании этих процессов, впереди их ждали еще более удивительные открытия, включая токсичные угрозы, которые вода могла скрывать от нас долгое время. Карта США. Самые чистые и загрязненные воды. На основании собранных данных ученые начали создавать карту, показывающую, какие штаты могут похвастаться самой чистой водой, а где обнаружены самые загрязненные источники. На северо-западе, в штатах Орегон и Вашингтон, вода из горных источников показала одни из самых низких уровней загрязненности в стране, что стало настоящим облегчением для жителей этих регионов. Здесь практически отсутствовали токсичные вещества, а вода оставалась кристально чистой благодаря природным фильтрам и минимальному воздействию человека. Совсем иначе обстояло дело в некоторых районах Юго-Востока, где результаты оказались более чем тревожными. Вода в штатах Луизиана и Миссисипи показала высокие уровни тяжелых металлов и пестицидов, что обусловлено близостью крупных сельскохозяйственных и промышленных зон. Эти состояния привели к экстренным мерам со стороны местных властей, которые начали усиливать мониторинг и контроль за источниками воды, чтобы защитить здоровье своего населения. Вода, взятая в районе Великих Равнин, в частности в Небраске, оказалась насыщена нитратами, которые поступают в водоносные слои из удобрений, используемых в бескрайних сельскохозяйственных угодьях. Этот факт вызвал беспокойство среди экологов, поскольку нитраты в больших количествах могут нанести вред как людям, так и животным. Калифорния, особенно в своих южных частях, стала настоящей головоломкой для исследователей. Здесь вода содержала не только производственные выбросы, но и необычные органические соединения, происхождение которых пока не ясно. Эти данные уже стали основой для новых научных исследований, направленных на выяснение источников таких загрязнений. Несмотря на тревожные находки, были и положительные результаты. В Вермонте и Нью-Гэмпшире вода из природных источников оставалась практически идеальной, что объясняется отсутствием крупных промышленных производств и обилием лесного покрова, служащего природным барьером для загрязнений. Земли этих штатов стали образцом для подражания, вдохновляя остальных на поиск баланса между развитием и сохранением природной чистоты. Эти результаты подчеркнули огромные различия в качестве воды по всей территории США, предоставив ученым не только важные данные для будущих исследований, но и повод для срочных действий по защите источников пресной воды. Впереди стояло еще больше открытий, включая угрозы, которые вода скрывала под поверхностью. Токсичные угрозы. Что обнаружили специалисты? Но, несмотря на все удивительные открытия, настоящую тревогу вызвали токсичные соединения, обнаруженные в пресной воде США. Эти вещества представляли собой серьезную угрозу для здоровья миллионов людей и выдвигали на первый план необходимость немедленных действий по улучшению экологической ситуации. В Нью-Мексико учеными были выявлены высокие уровни ртути в местных источниках, что вызывало обеспокоенность в связи с токсичностью этого элемента и его способностью накапливаться в организме. Этот факт послужил сигналом для властей принять меры по уменьшению антропогенного воздействия на водоемы. Тем временем в Нью-Джерси обнаружили тревожный уровень свинца, особенно в пробах, взятых из старых городских трущоб и промышленных зон. Эта находка стала причиной спешного проведения мероприятий по замене старых труб и модернизации систем водоснабжения. В этой же области были найдены полициклические ароматические углеводороды, которые представляют угрозу канцерогенности для человека. А в Миннесоте ученые обнаружили следы токсичного кадмия и цинка, что может быть результатом интенсивного промышленного производства. Эти тяжелые металлы могут оказывать долговременное негативное воздействие на здоровье, связанное с поражением внутренних органов. В целых районах Юго-Восточной Виргинии обнаружили высокие концентрации триголометанов, которые возникают в результате хлорирования воды, что также вызывало беспокойство у специалистов. Эти соединения считаются канцерогенами и могут оказывать негативное воздействие на дыхательную систему и органы респираторного тракта. Каждое новое открытие подчеркивало, как важно не только выявлять эти вещества, но и принимать меры по их устранению. Вырисовывалась четкая картина того, что источники загрязнений могут быть связаны с индустриализацией, сельским хозяйством и инфраструктурой, создавая задачи перед исследователями и властями по улучшению качества воды. Однако, помимо токсичных угроз, исследование выявило еще одно интересное открытие, связанное с жизнью в воде. Производственно-строительная компания ПО «Система» предлагает уникальное решение в сфере модульных быстровозводимых зданий. По желанию заказчика можно сделать модуль любого типа, от обычного жилого до санитарного или модуля контрольно-пропускного пункта, а также размер здания определяет только заказчик. Более подробно про ПО «Система» вы можете узнать по ссылке в описании. Нетипичные бактерии. Кто живет в нашей воде?
По мере продолжения исследований ученые начали сталкиваться с удивительными находками в пресной воде, необычными бактериями, которые вызывали больше вопросов, чем ответов. В штате Миссури обнаружили микробов, которые раньше встречались только в экстремальных условиях, таких как горячие гейзеры или глубоководные океанические впадины. Эти организмы способны выживать в условиях с высоким давлением и температурой, но как они попали в пресную воду, остается тайной. Переходя к южным штатам, в Флориде выявили новые виды бактерий, которые могут перерабатывать пестициды и другие загрязняющие вещества. Эти микроорганизмы показали удивительную способность очищать воду, но потенциальная угроза их неконтролируемого размножения остается. Дальнейшие исследования необходимы, чтобы понять их устойчивость и влияние на окружающую среду. На востоке, в штатах Нью-Йорк и Коннектикут, пробы воды содержали бактерии, способные вырабатывать антибиотики. Эти микробы потенциально могут использоваться в медицинских исследованиях, но прежде чем сделать выводы, ученым предстоит изучить, как эти организмы влияют на здоровье человека и животного. На западе, в Колорадо, ученые обнаружили нетипичные бактерии, которые могут нейтрализовать тяжелые металлы, такие как кадмий и свинец. Их обнаружение было приятной неожиданностью, но возможности их применения требуют дальнейшего изучения. Эти открытия заставляют задуматься о том, сколько еще скрытых форм жизни может обитать в наших водоемах и какие новые открытия нас ждут в будущем. Но впереди у ученых стояло еще больше загадок, связанных с химическими соединениями, которые не поддавались объяснению. Региональные аномалии, неожиданные химические соединения. Как ученые продолжали свое исследование, они столкнулись с неожиданными химическими соединениями в разных регионах США. Эти соединения казались аномальными, словно природа разыграла свой химический оркестр, создавая уникальные композиции для каждого водоема. В Колорадо обнаружили удивительную смесь селенов и молибденов, которые образовали сложные комплексы, совершенно не характерные для пресной воды. Исследователи были заинтригованы, пытаясь понять, как эти элементы взаимодействуют и какой может быть источник их происхождения. Дальше на юге, в Луизиане, был найден странный коктейль из хлорорганических соединений, которые больше характерны для искусственных процессов, таких как производство пластмасс. Эти соединения оставили ученых в недоумении, заставляя их искать источники загрязнения и возможные техногенные воздействия на экологию региона. В Мичигане пробы воды показали смесь редких фосфатов и азотов, которые могут стимулировать бурное развитие водорослей и других микробных сообществ, что вызывает экологическое беспокойство. В Неваде, в засушливых районах, удалось обнаружить неожиданные комбинации солей и углеродов, которые заставляют задуматься о возможных подземных минерализованных резервуарах, откуда они могли просочиться на поверхность. В Техасе анализ воды выявил комплексы медных и цинковых соединений, которые могли быть вызваны избыточным использованием удобрений и их проникновением в водоносные горизонты. Эти региональные аномалии — это лишь верхушка айсберга в сложной химической картине пресной воды в США. Каждое обнаруженное соединение подарило ученым новый материал для исследования и новые вопросы о том, каким образом эти вещества оказались в наших водоемах. Но самое главное — это понимание, что каждый из этих регионов имеет свою уникальную химическую подпись, которая требует тщательного изучения и понимания. Впереди ученых ожидали еще более загадочные и удивительные открытия, обнажая тайны, которые скрывает в себе вода. Откуда они взялись? Загадочные вещества в воде. Погружаясь глубже в исследование пресной воды, ученые столкнулись с загадочными веществами, которые оставили их в полном недоумении. В Оклахоме были идентифицированы необычные комплексы, состоящие из редкоземельных элементов, таких как гадолиний и диспрозий. Эти элементы обычно используются в высокотехнологичной промышленности, и их присутствие в природных водоемах стало полной неожиданностью для исследователей. Они начали рассматривать гипотезы о возможности утечек из промышленных отходов или влиянии подземных геологических процессов. В Арканзасе обнаружили таинственные органические молекулы, напоминающие полимеры, которые обычно не встречаются в природе в таких концентрациях. Это открытие вызвало вопросы о возможных выбросах из близлежащих производств пластмасс или о новой химической реакции, происходящей в воде. Вода в Канзасе содержала странные комбинации сульфатов и хлоридов, которые могут указывать на глубинное взаимодействие между солями и минералами, залегающими в недрах. В Южной Каролине обнаружили воду с высоким содержанием редких нитридов, состав которых заставил ученых задуматься о возможных внесениях из внешней среды. Эти вещества присутствовали в количествах, которые не объясняются обычными природными процессами. В Теннесси были найдены необычные соединения азота и фосфора, которые указывали на таинственное обогащение воды элементами, обычно связанными с сельским хозяйством. Эти открытия стали очередными головоломками для исследователей, которые пытались понять, как такие разнообразные и экзотические вещества оказались в пресной воде. Каждый новый элемент и соединение обладали своими свойствами, и предположения о их происхождении варьировались от локальных промышленных загрязнений до глобальных экологических изменений.
Сосредоточившись на изучении этих находок, ученые надеются раскрыть тайны воды, которая содержит в себе больше, чем можно представить. Секреты долголетия. Влияние воды на здоровье. Исследование пресной воды продолжало поражать ученых, открывая секреты, которые могли объяснять долголетие в определенных регионах США. Воды из штата Гавайи, например, были богаты селеном и цинком, элементами, известными своими антиоксидантными свойствами. Эти минералы играют важную роль в поддержании клеточного здоровья и могут быть одним из факторов долголетия местных жителей. В Неваде пробы показали высокие уровни кальция и магния, что способствует укреплению костей и сердечно-сосудистой системы. На северо-востоке, в штате Вермонт, вода содержала следы йода и лития, которые могут влиять на когнитивные функции и психическое здоровье. Эти элементы могут не только улучшать настроение, но и защищать от некоторых нейродегенеративных заболеваний. На юге в Алабаме исследователи обнаружили воду с высоким содержанием железа и фосфора, которые активно участвуют в метаболических процессах, поддерживая энергию и выносливость организма. В местах, подобных Орегону, пробы воды показали содержание бора и кремния, минералов, связанных с укреплением иммунной системы и улучшением эластичности кожи. Проанализировав эти результаты, ученые начали задумываться о том, можно ли использовать такие находки для разработки новых методов поддержания здоровья и долголетия. Многообразие полезных элементов в воде из разных регионов США показывало, что воздействие природных источников может быть более значительным, чем считалось ранее. Данные, полученные в ходе исследования, открыли новые возможности для использования природных ресурсов, скрытых в пресной воде. Однако, чтобы воспользоваться этими благоприятными эффектами, необходимо было понять, как извлечь максимальную пользу, не нанося вред экосистемам. Ученые уже разрабатывали план действий, чтобы изучить этот вопрос более подробно, и в будущем это могло привести к революционным изменениям в подходе к здоровью и благополучию. Что дальше? План действий ученых после исследования. Результаты исследований вызвали множество дискуссий в научных кругах и стали основой для разработки стратегического плана действий. Ученые предложили несколько ключевых направлений, которые необходимо реализовать в ближайшем будущем. Одним из приоритетов стало создание национальной базы данных химических и биологических параметров пресной воды. Это позволит регулярно обновлять и отслеживать изменения состава воды, а также оперативно реагировать на негативные тенденции. Также было решено усилить контроль за промышленными выбросами и применением химикатов в сельском хозяйстве. Для этого планируется внедрение новых технологий мониторинга и аналитических методов, которые позволят точно определять источники загрязнений и предотвращать их распространение. Кроме того, особое внимание будет уделено исследованию и разработке технологий для очистки воды от токсичных веществ и патогенных микроорганизмов. В рамках этой программы ученые будут работать над созданием инновационных фильтрующих систем, которые смогут удалять не только тяжелые металлы, но и сложные органические соединения, обнаруженные в некоторых регионах. Одновременно с этим было предложено инициировать образовательные кампании, направленные на повышение осведомленности населения о важности бережного отношения к водным ресурсам и соблюдения экологических стандартов. Эти меры помогут не только сохранить качество воды, но и улучшить ее состояние, минимизируя влияние антропогенных факторов. Ученые уверены, что только совместными усилиями можно будет обеспечить безопасное будущее для водных ресурсов и здоровья населения.